Всем привет, меня слышно? Не, стрим будет. Слышно меня? Связь нормальная? Отлично. Окей, можем начинать тогда. Так. Итак, всем еще раз здравствуйте. Надеюсь, у всех выходные отлично проходят. Итак, начнем наш рекап недели. Начнем с недельного таймфрейма. Так. В прошлой неделе забыл сделать рекап. Мой недельный байс по отношению к этой неделе был лонговый. Почему лонговый, сейчас объясню. Быстренько так. Вот это была прошлая неделя наша. И если развить предыдущую неделю, то есть неделю, которая была до предыдущей недели, и если поделить на квадранты, и также если сделаем с S&P 500, перейдем на недельный таймфрейм. Так. Итак, это недельные свечи, недельный таймфрейм. Так. И здесь тоже недельные свечи. Окей. Теперь разделю недельную свечу и на S&P 500. Теперь посмотрим самый интересный момент. Квадранты — это когда мы делим на четверти. От хая
до low недельной свечи. Вот эта недельная свеча, это high, это low, и мы делим на четверти всю эту свечу. То же самое делаем на S&P 500 по отношению к недельной свечи. И мы видим, что на S&P 500 цена достигла ниже, то есть пробила уровень 0,75 диапазон квадрантов. А на NASDAQ этого не было. Соответственно, у нас уже здесь можно понять, что есть SMT-дивергенция. Да? Это на недельном таймфрейме. Перейдем на дневной таймфрейм. На дневке. Не рассматривайте вместе с NQES. Ну, это же есть. Вот это NASDAQ, а это S&P 500 ES. Итак, на дневном таймфрейме что у нас произошло? На дневке мы спустились в дискаунт прошедшей недели. Вот этот рейндж был прошедшей недели. Вот он. High. С Dow Jones. Не, Dow Jones можно тоже брать, но основные здесь активы это NASDAQ и S&P 500 как премиум, да. Dow Jones тоже можно подключать как дополнительный еще фактор подтверждения. А так, когда между этими двумя формируется уже расхождение, этого уже достаточно. Но я рекомендую вам, если у вас нет достаточно опыта, смотреть сразу на 3 актива. Просто для меня это уже в этом нет необходимости смотреть на 3 актива сразу. Я смотрю, когда уже совсем сложно становится или нету ясной картины, когда нету, я сверяюсь со всеми 3 этими активами. А так мне достаточно этих 2. Итак, на дневном мы спустились в дискаунт, мы забрали ликвидность 3 дней, сделали здесь SMT, и на NASDAQ мы закрыли самое интересное и самое важное, которое дает определить bias. Мы закрылись внутри дневной свечи от среды. Вот. И мы ниже не упали. Вот это low, минимум среды. И все свечи закрылись внутри этого рейнджа, внутри среды. Плюс мы образовали тут в дискаунте SMT-дивергенцию. И это все в совокупности мне давало по отношению к новой предстоящей неделе лонговый недельный байс. Поэтому я ожидал, что вот эта текущая неделя у нас будет лонговый. Я именно это дело забыл на прошлом стриме сделать. И поэтому сейчас уже начнем с понедельника теперь. Так, дни у нас days. Вот days. Итак, здесь понедельник был. Alright. Теперь. Вот это у нас картина. Здесь. Это пятница. Вот тут она была. Здесь был профиль у нас Seek and Destroy в пятницу. И в понедельник что я ожидал? Так. Понедельник, 28 сентября. Мы уже сделали этот тест дискаунта. Всю ликвидность. Мы здесь тестировали ERL ликвидность. То есть мы тут тестировали дневной баланс.
и все такое. В общем, дискаунты сходили. Теперь тут уже у меня байс лонговый на эту неделю. И понедельник я ожидал, что мы поднимемся так, в премиум. И первый очевидный таргет в понедельник были вот эти равные хаи. Этот первый таргет был, это второй таргет был. И если мы тут посмотрим, здесь уже нарисовался, LMXM модель нарисовалась, да? Кривая продаж уже есть у нас. И прям очевидная ликвидность тут тоже вот нарисована. По LMXM модели это оригинальная консолидация. То есть цене осталось только сделать, сформировать кривую покупок. И поэтому тут уже особо не было сложно работать. Просто лонговую позицию надо было от отката находить и входить в позицию. Итак, Азию, Лондон я не торговал, я пропустил Азию, Лондон. И я вошел в Нью-Йорке. Так, давайте начнем. Weekly recap. Вот мой первый трейд на этой неделе. Это была нью-йоркская сессия. После открытия Нью-Йорка. Вот тут я входил. Давайте посмотрим. Разберем момент теперь. На М15. Прокрутим Азию и Лондон. Как мы видим, Азия и Лондон, они просто сформировали трендовое движение в одном направлении. Не было никаких особых откатов, просто продолжение предыдущего тренда. Вот тренд начался у нас в пятницу, и в понедельник мы продолжили этот тренд. Итак, 9:30 тут открытие Нью-Йорка будет. Я быстро прокручу до этого момента. Так, вот 9:30. Теперь сделаем так. И перейдем на минутный таймфрейм. Что мы здесь имеем уже к 9. Так, 9:26, 28, 9:30. Вот, 9:30 свеча. Открытие Нью-Йорка, equity Нью-Йорка. Так, мы создали трендовое движение. И цена делает откат в дискаунт от Азии. Окей, прокрутим еще чуть-чуть. Теперь тут самый важный момент. Вот Нью-Йорк открылся, и он сразу же с открытия цена ушла в лонговое движение. То есть манипуляции никакой не было особой. Вниз мы в дискаунт не сходили. Вот это все движение, это было еще уже до открытия Нью-Йорка. То есть с открытием никакой манипуляции не было. Цена просто начала двигаться вверх. Соответственно, если не было манипуляций, работаем в лонговом движении до разворота. То есть профиль уже здесь можно определить, как будет как Нью-Йорк Reversal Profile. То есть в Нью-Йорк Reversal цена не делает никаких манипуляционных движений. Просто продолжает трендовое движение до определенной ликвидности, либо до определенного POI в премиуме. Там он тестирует этот POI, формируется SMT-дивергенция, и начинается разворот, и начинается тренд в противоположную сторону. Поэтому я здесь уже просто, вот, сейчас покажу вам мой вход. Так. Зашел от инверсионного имбаланса, от теста инверсионного имбаланса, когда цена
закрылось телом, когда мы уже утвердились. После этого от откатных движений я здесь открыл позицию. И как мы видим, вот инверсионный имбаланс здесь. Это минутный таймфрейм. Инверсионный имбаланс удерживает цену. Ни одна свеча телом не смогла спуститься ниже. И это говорит то, что этот инверсионный имбаланс начал удерживать цену. И, соответственно, это сигнал для того, что цена намерена продолжать это движение в лонг. Плюс ко всему этому мы здесь сформировали, видите, эту консолидацию. Вот эта консолидация, которая началась с 9 часов. И отсюда началась манипуляция. По нему уже можно было предвидеть, что будет дистрибуция именно в лонговом направлении. Потому что это самый элементарный классический PO3. То есть аккумуляция, манипуляция и дистрибуция. Если манипуляция у нас в шорт, значит дистрибуция будет в противоположную сторону, в лонг. Соответственно, здесь нужно было просто поймать вход. Вот инверсионный имбаланс этот. И от теста этого инверсионного имбаланса выполнять вход. Так, здесь мы зашли в позицию. И куда нам дальше таргетироваться? Самый первый очевидный таргет, это будет, конечно же, вот этот swing high. Первый же таргет. А дальше куда мы можем здесь таргетироваться? Дальше мы переходим на M15 таймфрейм и смотрим, где у нас здесь еще есть ликвидность и POI. Да? Вот мы находимся в премиуме, и тут единственный POI это вот этот 15-минутный имбаланс. Вот он. Этот имбаланс. И здесь, вот видите, эту low resistance ликвидность. Плюс еще ликвидность есть. И я таргетировался именно к этому имбалансу. К 0,5 уровню этого имбаланса. Здесь у меня был вход. Стоп я поставил за инверсионный имбаланс. Вот сюда. Потому что здесь уже было ясно, что этот инверсионный имбаланс удерживает цену, и он не даст дальше еще раз упасть. Мы тут один раз упали, вот эта свеча хвостом забрала ликвидность всю вот эту и закрылась выше. И дальше уже цена не должна была падать ниже еще этого уровня. Поэтому ставил стоп-лосс сюда. И take profit на этот имбаланс. Первый take profit вот этот уровень. Здесь же мы уже делаем, да, у нас RR был бы достаточно очень хороший, 1 к 6. Если мы здесь, допустим, у нас тут, да, в депозите имеется $10. Да, мы от этих $10 рискуем $6. А если мы наш take profit отработает, мы заработаем $60. Понятно, да? Как RR это высчитывается. То есть RR от входа. Посчитаем. Здесь что минус, то что он показывает здесь уже внутриминутной свечи не прям именно момент входа. А надо RR высчитывать с момента входа. Допустим, ты здесь зашел, самый лучший, поэтому входы делать на младших таймфреймах, и у вас будут стопы находиться не так далеко. И RR будет, соответственно, стоп-лосс будет меньшим, а профит будет длинным, то есть прибыльным. Если вот отсюда считать, вот с момента от позиции 24644 этот уровень, да, и стоп у нас будет 24640.
Если будем так считать, 1 к 8. Да? 1 к 8. Давайте, ну-ка, теперь прокрутим момент этот. SMT на LTF, да, обязательно нужно. Здесь SMT уже был, кстати. Так. SMT на LTF, вот это тоже такой один момент, не самый правильный вопрос. Когда у вас формируется SMT на LTF, это SMT, оно и будет у вас на ETF, на и HTF. Потому что рынок фрактален, вот то, что здесь сформирован, вот этот swing low сформировался, на LTF, допустим, SMT у вас есть, у вас это SMT будет и на 15-минутном таймфрейме, и на часовом таймфрейме. Оно никуда не исчезнет, когда вы будете увеличивать таймфрейм. Поэтому мне почему-то часто задают этот вопрос, и я всегда удивляюсь, почему люди считают, что если SMT на LTF сформировано, то надо смотреть еще на HTF. Самое главное, чтобы это SMT было между свингами. Первое SMT должно быть между свингами. Так. Вот тут уже SMT было, смотрите, так. Вот этот уровень. А на S&P 500 это вот этот уровень. Вот здесь было SMT, поэтому у меня это подтверждение было. Из-за этого я и смело здесь уже выполнял вход. Потому что первое подтверждение SMT было. Итак, наш Take Profit, если поставим сюда, он уже вот 21 RR дает. Окей, давайте даже вот так сделаем, чтобы... А то 21 RR для многих, оно кажется таким сумасшедшим. Мне один написал в Дискорде, говорит, ты реально торгуешь по ICT концепции? Я говорю, ну да, я по ICT торгую. А почему, говорит, тогда сам ICT, когда торгует, его RR очень маленький, его RR составляет где-то максимум 2, либо 1 к 2, 1 к 3, а у тебя 15, 10, 20. Такой я вообще поймал ступор. Я говорю, если ICT показывает вам всего лишь одну часть монет, то есть одну сторону монеты, это не значит то, что вся его концепция именно так и работает. Он просто показывает направление, а как ты дальше будешь сам двигаться, это зависит от тебя. Если он торгует, если он показывает 1 к 2 РР, это не значит то, что ты должен именно так и работать. 1-2, 1-2 и все. Самое главное понять суть этой концепции и как работает алгоритм. Да, допустим, вот алгоритм делает вот это все движение, вот это всю дистрибуцию, да, и ты поймал только вот эту часть, а все остальное ушло без тебя. Тебя это как бы не возникает вопрос, почему я не поймал, а можно ли вообще поймать это движение, почему я упустил это движение. Вот я так задавался всегда. Я хотел изначально, когда только начал изучать ICT, я хотел ловить именно вот эти самые длинные движения. Мне это нафиг не нужно, когда 1 к 2 РР, 1 к 3 РР. Мне это вообще не интересовало. У меня цель была, чтобы ловить вот эти самые длинные, самые большие куски движения. И я начал двигаться именно в этом направлении. И как видите, я добился этого. Каждое движение я ловлю только дистрибуции. Мне эта манипуляция, она не нужна. Мне это откаты не нужны. Лучше поймать один хороший трейд с самой большой дистанцией и закрыть сделку и идти дальше заниматься своими делами, чем сидеть и молиться к графикам. И вот как видите, цена отсюда сразу стартанула, она улетела моментально.
И вот Take Profit отработал. Вот это движение на минутном таймфрейме. Вот оно. Вот эта красная коробка, это и есть 15-минутный таймфрейм. Особо ничего сложного, если ты знаешь, как работает алгоритм. Тут нет ничего сложного, не остается. Все предсказуемо. Главное понять и вникнуть и работать над этим. И вот видите, вот мы здесь прям на ваших глазах сделали 1 к 14 РР. Если вы здесь, допустим, рисковали бы 10 долларами, 10, то умножаете эти 10 долларов к 14, это будет ваша прибыль. А ваш риск будут именно эти 10 долларов тут. Вы ставите свой риск, допустим, на минус 30 стоп-лосс, то есть минус 10 стоп-лосс. И дальше, когда вы тянете вот этот инструмент RR, который показывает, он вам покажет приблизительно, сколько вы можете тут заработать. Так. Итак, мы здесь теперь, смотрите, тут мы достигли премиума. Я сейчас перейду на M15. Смотрите, мы здесь достигли премиума, достигли в премиуме. В такие моменты надо всегда сверяться с S&P 500. Что сделал S&P 500 к этому моменту? Мы видим, что S&P 500, он остался внутри рейнджа. Он так и не смог пробить свой high, вот этот максимум. Видите? Этот максимум не был пробит. Это уже сигнал, что вот это все движение, это было просто манипуляцией. Если бы цена была то есть, если была бы цена намерена была бы продолжить вот это все движение, то S&P 500 тоже должен был бы двигаться в этом направлении. Но оно не пошло. Оно так и застряло в рейнже, как открылся вот нью-йоркский equity. Вот, он не смог даже пробить этот хай, который был сформирован до Нью-Йорка. Поэтому здесь мы сформировали еще одно SMT. Можно будет брать с этого, от этого хая до этого. И тут то же самое. Вот оно. SMT есть. Плюс этот 15-минутный имбаланс, он удерживает цену. Мы видим, что вот эта первая 15-минутная свеча, вот она получила реакцию от нее. Вот. И оттолкнулась. Не смогла пробить этот диапазон. Вторая свеча, вот она теперь. Сейчас я еще прокручу. Так. Вторая тоже протестировала 0,5 уровень этого имбаланса, оттолкнулась, сделала откатное движение еще глубже в дискаунт и закрылась тут. Это уже здесь говорит о том, что вот эта свеча, она не смогла пробить диапазон 15-минутного имбаланса. Если пройдем на младший таймфрейм, допустим на M3, то мы тут уже можем увидеть, что здесь происходит слом. Мы здесь сформировали так на M3. У нас есть SMT Direction и SMT плюс Momentum тоже. Потому что, сейчас если чуть дальше прокрутить. Вот тут S&P 500 создает новый high, NASDAQ делает fail. В общем, тут уже все признаки разворота. Тут можно было уже ловить развороты и входить в шортовом направлении. Так.
Здесь я не стал, потому что вот это движение, хорошее движение поймал, и это было мне достаточно. Я закрыл сделку. Вот одной сделки мне было достаточно для понедельника. Это хороший результат для понедельника, когда ты ловишь 1 к 23 РР. Потому что обычно понедельники, они всегда бывают такие вялые и в консолидации проходят. Итак, пройдем ко второму нашему трейду. Вот мой второй трейд. Это вторник, 30 число и 9:30 Нью-Йорка. Во вторник я уже, когда мы переписывались в приватном канале со своими студентами, так, сейчас, вот. Так, все. Теперь видимость дней уберем. Вот это свеча от понедельника. Это свеча от понедельника. И теперь смотрим, как она закрылась. Смотрите, мы поднялись до премиума, но обратно вернулись. И эта свеча она сформировала rejection блок, очень длинный rejection. Когда длинная свеча формируется, длинный хвост свечи, это сигнализирует то, что следующий день он может быть уже медвежьим, потому что мы поднялись очень сильно в премиум, в лонговом движении, но цену не смогли удержать, мы обратно вернулись в рейндж. Поэтому уже в понедельник, когда мы это нарисовали, во вторник я писал в телеграм-канале у нас в группе, что скорее всего уже будет этот день в консолидации будет. Так, анализ. Вот этот момент. Это в 13 часов, это был в обед, еще до Нью-Йорка. Это было начало Лондона. В этот момент я уже написал, то, что как мы сформировали в Q1 X модуль, сегодня будет день аккумуляции. И давайте посмотрим, как день был сформирован уже во вторник. Так. M15. Начинается Азия. Азия сформировала рейндж. Никуда не вышла. Вот этот рейндж, внутри этого рейнджа все происходит. Вот рейндж PM Нью-Йорка и Азия находится внутри этого рейнджа. Этот рейндж никуда не пробили еще. Так. Вот этот high этого рейнджа и low этого рейнджа. Все происходит пока внутри этого dealing рейнджа. Пробили одну сторону и опять вернулись в диапазон этого же рейнджа. Так. Теперь вход у меня был... Так, это Нью-Йорк. $9.55, $9.56. Так, CN, давайте посмотрим на минутном таймфрейме теперь. Как я и говорил, прогнозировал, день, вторник, он прошел в консолидации. Вот эта консолидация началась с PM прошедшего дня. Вот это все движение было в консолидации. И теперь пройдем на M1. Так. Включу 15-минутный имбаланс. И теперь
тут у нас вот этот рейндж понедельника. Здесь мы имеем, когда наша новая неделя открылась, здесь сформировался 15-минутный баланс. Имея теперь вот это все, мы сделали в понедельник лонговое движение. Вот это лонговое движение. Затем опять развернулись и ушли в консолидацию. Создали здесь рейндж. По концепции PO3, если у нас аккумуляция, после аккумуляции должна идти манипуляция. Вот. А манипуляция, она всегда связана с имбалансами. Поэтому здесь я просто отметил самый ближайший имбаланс 15-минутный, вот он. Все. И тут ждал реакцию от этого имбаланса на минутном таймфрейме. Как вы видите, здесь я выполнял вход на 5-секундном таймфрейме. Вот M 5 секунд, 5 секунд, на 5-секундном. Так, 9.55, 9.56. Вот тут я выполнил вход. Вот здесь. Теперь, так сделаем. Почему я здесь выполнил вход уже? Потому что вот на 5-секундном таймфрейме был слом через цист. Вот этот уровень, эта серия медвежьих свечей, оно формирует уровень цист на 5-секундном таймфрейме. И цена, как вы видите, закрывается телом над этим уровнем. И это говорит, что этот 15-минутный таймфрейм удерживает цену и не дает дальше спуститься. Мы сделали манипуляцию, мы собрали ликвидность, всю ликвидность, которая была здесь зафармлена. Видите, здесь сейчас я вам покажу вам. Вот эта ликвидность Лондона, плюс это low resistant ликвидность. Вот она, полка ликвидности, здесь никто ничего еще не трогал. Забираем всю эту ликвидность и обратно возвращаемся вовнутрь рейнджа. Отсюда я уже выполнил вход, вошел и таргет был так 24 642. Вот 621. Значит, это был хай дня, хай предыдущего дня. Ну-ка мы включим, давайте посмотрим предыдущий хай лоу и перейдем на M1. Ага, вот. Теперь смотрите, вот здесь я выполнил вход. И куда я должен был здесь таргетироваться? Самая первая очевидная точка таргета, это, видите, вот первый хай. Прям в этом же уровне находится этот хай. И недалеко от него хай Азии. И еще недалеко от него вот этот хай уже PM-сессии. И вот эти все хаи создают полку ликвидности, прям очевидную. Здесь накоплен очень большой пул ликвидности. Поэтому я здесь сразу ставлю свой таргет именно на сессию PM. Так, теперь поставили. Стоп, я ставил свой ниже 15-минутного имбаланса. 24 488. Вот этот уровень.
Все. Окей, теперь вот точка входа, здесь стоп. И тут take. 1 к 4 получается. 1 к 4 take. Давайте посмотрим, как это все у нас отработает теперь. Учитывая, что у нас профиль Seek and Destroy, очень рискованно, конечно, в такие дни торговать. Лучше, если вы видите, что у вас Seek and Destroy, надо таргетироваться прям очевидную, самую ближайшую ликвидность, равную ликвидность. Здесь вот два этих хая было самым первым очевидным таргетом здесь. Потом вот эти хаи были. Как мы видим, вот цена здесь забирает этот первый хай, потом мы приходим к 15-минутному имбалансу, вот этот диапазон 15, отсюда получаем реакцию, цена опять падает вниз. Здесь я был на миллиметре от того, чтобы поймать стоп-лосс. Так, давайте на минутке это прокрутим. Двадцать четыре 488. Все правильно. Так. Нью-Йоркская сессия закрылась, вот здесь завершилась. И вот видите, когда осталось совсем чуть-чуть, цена опять ушла вниз. Здесь она забрала ликвидность именно этого дня, вот эти равные хаи. Но ликвидность предыдущего дня она не тронула. Вот эта ликвидность осталась. Вот мы забрали вот эти равные хаи, и после этого опять цена упала вниз. Вот тут я прям был на шаге от стоп-лосса. Есть. И теперь смотрите, самый такой тоже важный момент. Этот 15-минутный баланс опять удержал цену. Видите, ни одна свеча не смогла телом пробить диапазон 15-минутного имбаланса. Вот. Почему? Потому что мы здесь имеем уже, когда мы спустились на этот дискаунт и забрали ликвидность, вот этот лоу, который забрал ликвидность, вот эту всю ликвидность, он здесь становится уже high. Сейчас. Он становится high resistant ликвидностью. High resistant ликвидность, то есть ликвидность, которая оказывает сильное сопротивление. Либо high probability order block, это называется, то есть order block, сильный order block, который защищает уровень этот. И цена не сможет сразу с одного раза пробить этот уровень. Она сможет, конечно, она сможет прийти, протестировать этот уровень, но не сможет пробить с одного раза. Поэтому для себя можете отметить, когда цена забирает ликвидность, значимую ликвидность сессии, ликвидность предыдущего дня, то лоу от этого свинга становится очень сильным уровнем сопротивления либо поддержки. Вот здесь это уровень поддержки уже был, потому что цена не смогла пробить.
ее поддержали, и она оттолкнулась отсюда и улетела. Таким образом, заработали вот наш второй take profit. Так, теперь посмотрим, что здесь вообще цена нарисовала теперь. Сейчас докрутим, чтобы этот день закрылся. Так, все. Видите, цена, она еще дальше ушла и опять получила реакцию от 15-минутного POI в премиуме. Цена ходит всегда одинаково от дискаунта в премиум, от премиума в дискаунт. Теперь вторник. Что мы имеем ко вторнику? Что у нас сделал вторник? Смотрим, сверяемся с... Так, чтобы определить наш bias для следующего дня. Так. Смотрим. Это хай понедельника. Это хай вторника. Здесь S&P 500 обновляет хай понедельника, а NASDAQ делает фейл. Таким образом, у нас в премиуме уже сформировался SMT. И это говорит, что следующий день будет шортовым. У нас в премиуме есть SMT между двумя дневными свечами. И теперь спустимся на 15-минутный баланс, то есть таймфрейм. Посмотрим, что мы здесь нарисовали. Если выключим вот это все, посмотрим просто на сам график. Вот так. Здесь прям видно, да, даже невооруженным глазом, то что вот тут цена просто была в консолидации. Здесь она аккумулировала. Здесь создавалась, ликвидность создавалась. Сначала цена, смотрите, вот с этого уровня до этого лоу. Вот тут началось это все, и выше этого уровня цена никак не дальше не шла. Соответственно, она накапливала ликвидность на buy side. Здесь было очень много собрано стопов, которые входили в шортовом направлении, думая, что вот отсюда сейчас цена упадет вниз. Но цена здесь что делает? Делает манипуляционное движение, собирает ликвидность эту и отсюда разворачивается, поднимается в премиум, забирает эту ликвидность, забрали ликвидность. Но к тому моменту мы здесь сформировали опять ликвидность. Вот этот low, плюс у нас есть range вот этот, который не сбалансированный. Вот этот range. Так. Мы спустились уже здесь. В дискаунт, от дискаунта оттолкнулись. Так. Но у нас на дневном байсе сигнал short. И теперь мы здесь должны определиться, куда может цена дальше упасть, докуда. Если находится цена в премиуме, и на следующий день докуда цена может упасть. Отмечаем свои имбалансы. Вот, 15-минутный имбаланс. Плюс что мы еще имеем тут? Так. Вот здесь, смотрите, вот эта тень, она сбивает с толку, да? Просто переключаете вот так на линейный график, чтобы увидеть, где есть равные у вас слои. Равные слои это вот эти два swing low. Соответственно, можно сделать отметку, что цена может опуститься вот до этого low тоже, потому что они находятся относительно на равных уровнях. Окей, теперь мы сделали свой прогноз. Давайте прокрутим, что нам нарисуют в среду. В
в среду. Так, но я в среду уже тоже делал свой прогноз, давал у меня на канале. Так. Это 5 сентября. Вот 1 октября и как раз среда. Вот я здесь уже говорил, сегодня Q3, учитывая, как началась формироваться неделя, сегодня день манипуляций. И в среду я ожидал манипуляционное движение. Почему? Потому что мы здесь сформировали аккумуляцию, и в среду я ожидал манипуляцию. В какую сторону манипуляцию? Самое интересное. Теперь здесь надо всегда отталкиваться от байеса, старших таймфреймов. У нас месячный и недельный байес, он лонговый. И соответственно, если лонговый, то эта неделя тоже должна продолжить свое лонговое движение. И манипуляция недели должна быть, значит, в противоположную сторону от лонгов, то есть в шортовом направлении. Здесь на основе квартальной теории и недельных профилей я здесь прогнозировал, что эта неделя, она будет разворотом через Midweek Reversal, профайл недельный. То есть разворот недели, манипуляция недели будет в среду, и лоу недельной свечи тоже должен быть сформирован именно в среду. Так. Вот это движение, это было сейчас. 1 число, да, это было. Так. Я вот не помню, мне кажется, я входил в шортовом направлении тоже в среду. Сейчас я проверю. Сейчас 1 число это было. Шорт. Я помню, что, по-моему, я рано утром проснулся и пошел. Нет, не входил. Здесь только в Лондоне первый. Поехали. Так, вот первый вход, это после Лондона. Здесь это, так, 3-минутный таймфрейм. Лондонская сессия, вот она, лондонская сессия. Давайте его прокрутим до Лондона. Начался новый день, Азия сформировалась, и Лондон сразу же упал. Так, все. Теперь смотрите, откуда цена получает реакцию. Помните этот имбаланс, который я отметил? Он находился в дискаунте, и это был самым последним пой, который находится в дискаунте. Ниже него нет уже 15-минутных имбалансов. И цена доходит до этого имбаланса и получает от нее реакцию. Здесь нужно еще подключать нашу концепцию по IPDA. По IPDA мы знаем, после консолидации идет expansion, и expansion они всегда связаны с имбалансами. Нужно ждать реакцию от имбаланса. И вот здесь цена получает реакцию от имбаланса. И также мы тут сформировали SMT-дивергенцию. Так.
Вот здесь вот этот свинг, есть один свинг, вот этот свинг, над этим имбалансом. И тут, сейчас, NQ, NASDAQ забирает эту ликвидность, а S&P 500, так, S&P 500, сейчас, вот он. А S&P 500 делает фейл, оно не доходит до этого уровня. Плюс здесь проверим сейчас. Вот Dow Jones. Dow Jones, вообще он здесь самый лучший SMT получился у Dow Jones. Вот он. Прям очевидно. Это ланч, лоу ланча. Dow Jones забирает, а NASDAQ делает фейл. Все, подтверждение по SMT у меня есть. Реакция от 15-минутного имбаланса получена. Вот мы оттолкнулись, опять вернулись в рейндж. Теперь мне нужно найти позицию для входа. Так, вот эта свеча у меня будет уровнем циста. Вот он, вот она. И пока цена не закроется над этим уровнем, не нужно искать входы. Вот здесь цена закрывается над этим уровнем, и после этого я ищу позиции для входа. Откуда можно войти? Можно войти от теста этого имбаланса, вот диапазон имбаланса, либо от этого инверсионного имбаланса. Вот он. Не имеет значения. Единственная разница, надо смотреть, в котором из них лучше будет РР ваш. Так. Я зашел здесь, так, на минутном таймфрейме, вот здесь. Значит, вот тут я входил. Получается. Окей. Теперь, куда я поставил свой первый таргет? Первый таргет у меня были вот эти равные хаи. Второй таргет эти равные хаи. Вот этот уровень, видите, здесь скопление ликвидности. И второй таргет был здесь. Контекст не надо забывать. Помните, да, что вот это движение, вот это все движение в шорт, это было манипуляцией. Манипуляцией недели. Теперь дальше будет дистрибуция. Так. Первый таргет был здесь. Так, это первое. Я сразу покажу вам последний вариант, потому что в первом, видите, как я отработал здесь. Смотрите, вход был вот тут, первый вход. Цена поднялась, первый таргет здесь отработал, видите, я закрыл позицию. Затем цена начала делать откатное движение, я здесь открыл еще одну позицию, тут еще одну. Потом поставил уже таргет на второй вот этот уровень, видите, вот второй take profit. Здесь цена дошла до этого уровня, закрылась моя позиция. Затем опять цена откатилась вниз. Тут я вошел еще раз. Еще раз. И уже третий take profit был вот этот high. Вот этот high. Зашел здесь. Тут добавил позицию. После того, как Нью-Йорк открылся. И как вы видите, мой таргет отработал. Затем цена откатилась. На откате опять вошел в позицию. Здесь уже закрыл. Тут был таргет вот этот хай. Хай предыдущего дня. Затем цена опять начала двигаться
Так. А нет, вот этот вход был уже закрыт. Так, вот здесь. Когда поставил previous day high, еще один таргет был. После закрытия цена откатилась. Тут еще раз уже последний зашел. Последний раз и таргетировался на all-time high. Вход здесь был на M1 в начале. Все входы выполнялись на M1 таймфрейме. Сейчас я вам покажу, как это все отрабатывало. Да. Вот тут я первый вход был выполнен. И первый таргет вот до сюда. Когда у вас есть bias недели, то вы уже не будете бояться правильно определять направление рынка и входить. От вас будет требоваться лишь входить в каждом откате в направлении тренда, и все. Самое сложное это все определить недельный байс, дневной байс и манипуляцию недели. Когда вы это все определите, дальше останется самое легкое. Итак, у нас здесь уже 1 к 6. Так, стоп у меня был тут. Нет, оказывается, чуть ниже был. Даже не там. Вот за этот лоу я поставил свой стоп, значит у меня RR был на M1. Вот так был. Блин, ну RR вообще был 21 к 25. На первом же тейк-профите. Давайте прокрутим. Ну-ка, как это все дальше у нас двигалось. Все, улетела цена. Манипуляция подтвердилась. Лондонская сессия завершилась. Так, я сейчас чуть на таймфрейм выше возьму, чтобы быстрее это все проходило. Есть. В 7:30 первый take profit был отработан. Окей. Теперь второй вход у меня был так, уже в 8:45, по-моему. В новостях. Вот новости. Тут вошел, после закрытия вошел здесь и потом в новостях зашел. Тут у нас были новости. Так, сейчас. Вот тут у нас выходили новости. И на новостях мы откатились опять к 15-минутному имбалансу. Вот он. Это 15-минутный имбаланс. И здесь же цена получила реакцию. Сразу она оттолкнулась. Я здесь выполнил вход от него. И таргет был уже вот второй. Этот имбаланс. То есть эти равные хаи. Еще нью-йоркская сессия не началась. Надо тоже это учитывать. Нью-Йорк у нас откроется вот 9:30. Вот тут. Это было до Нью-Йорка. Вот Нью-Йорк открылся. Первое движение в Нью-Йорке, смотрите, было сначала в шорт. Вот. Цена отпустилась еще ниже тут. Так. Тут я добавил еще одну позицию здесь. Потому что был уверен, что это манипуляционное движение. Чтобы собрать ликвидность уже новостного, news event ликвидность это называется. Это ликвидность, которая была образована на новостях. Цена забирает эту ликвидность, и мы дальше идем к нашему таргету вот сюда. Take profit здесь.
Все, есть, отработал. И таким образом при каждом откате я заходил в лонговом направлении. Вот тут цена опять откатилась, я опять открыл позицию. Дальше. Так, таргет был вот этот. Вот. Этот хай был таргетом. Вот мы здесь достигли этого таргета. Затем цена откатила, я опять зашел в лонг. И таким образом до all-time high. Так. До вот этого хая я в этот день отработал. Почему? Потому что идея, недельный байс у меня был все. Потому что все это строилось на недельном байсе. Здесь у меня была манипуляция недели. Раз мы сделали манипуляцию недели, остается только дальше движение в одну сторону, расширение. А если расширение, то уже будешь точно знать, что цена будет двигаться в одну сторону, от тебя требуется лишь ходить на откатах. И просто закрывать свои профиты. Профит и забирать свои деньги. Ничего сложного здесь нету. И как вы видите, вот цена безоткатно, прям в одном направлении двигалась. И когда я скидывал вот эти свои трейды в дискордах, там люди с ума сходили. Когда видели вот это все. Что здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 трейдов на одном движении. Если вы поймаете вот это движение, одно движение в течение недели, вам больше даже не надо будет торговать. Просто закройте свой график и занимайтесь своими делами, отдыхайте, кайфуйте. Вы здесь уже заработаете достаточно денег, чтобы не работать всю неделю. Окей, так, в среду мы отработали, теперь четверг. Так, в четверг. Вот, да, это так, это какое? Вот 1 октября, вот этот трейд. Я говорю, я помню, что я заходил на этом движении, спасибо, бро. Когда поймал манипуляцию, вот это движение я тоже поймал. Я утром проснулся, сейчас посмотрим, где я входил. Так, 24 570. 24 570. Так. 24 570. Вот здесь. Вот тут. 5, сука. Вот здесь я зашел в шорт. Вот здесь. Почему? Потому что увидел, что вот эта манипуляция была. Мы начали движение внутрь. Я здесь зашел в шорт и закрылся вот тут. И поймал это движение. Спасибо. Я тут сомневался, говорю, я же вроде бы ловил это движение, думаю, блин, но никак не мог вспомнить. Да, точно. Вот это движение. 24 440 уровень. Смотрите, вот 24 400 здесь. Здесь я уже закрыл потом. Итак, среда. Это четверг. В четверг я говорил то, что обычно после вот этого всего такого длинного движения цена остается в консолидации. Но у нас было в четверг продолжение вот этого трендового движения. Цена не ушла в консолидацию, продолжился этот тренд. В Азию, в Лондоне мы продолжили движение по тренду. И в Нью-Йорке я ожидал два сценария. Либо будет Нью-Йорк Judas Swing, либо Нью-Йорк Reversal.
Нью-Йорк Judas Swing должен был сделать вот такое движение и продолжить тренд, а Нью-Йорк Reversal должен был сделать просто разворот сразу. Так, время здесь 8:09. Так, осталось чуть-чуть до Нью-Йорка. Упс, вот уже Нью-Йорк. Итак, давайте посмотрим наш... Это что за день недели был? 10. Помню, все вспомнил. Я же тут тоже отработал на Лондоне. Вот этот трейд был. А где он, куда пропал, почему? Что-то, блин, число какое-то не то. Как правильно это читать? 10 сентября? Или 9 октября? Бля, гонит, короче, я что-то не помню. Сейчас. Где это было? Блин. Ладно, пофиг. Не смог вспомнить. Я скидывал скриншот от этого куда-то. В 3 часа заходил до этого. Ладно, неважно. Так, теперь четверг. Блин. Вот. Четверг. Зашел здесь на секундном таймфрейме, на 15 секундном. Сейчас покажу вам. Заходил сразу в шорт. Почему, объясню сейчас. Так. — 9:29, вот 9:29, осталась минута до открытия Нью-Йорка. И к тому моменту, смотрите, что у нас тут есть. У нас уже здесь есть SMT. Видите вот эту свечу на минутном таймфрейме? Вот эта свеча. А тут этот хай. Теперь этот хай и следующий. В общем, видите, вот тут S&P 500 создает хай на этой свече, на 9.01, а NASDAQ создает хай на 9.07. У нас тут уже есть SMT моментум. То есть это манипуляция, можно сказать. Так, открывается у нас Нью-Йорк. Блять, сразу улетело сейчас на М15, на 15 секундном. Или на 15. Так. Вот, я на 5 секундном был, значит. Потому что я помню, я здесь 2 входа поймал. Так. Минутный. Значит, первый был на минутном это, и потом этот. В общем, стоп стоял 24 940. Вот здесь, значит, был стоп. Тут как раз я вошел в первый вход был. Потом... Бля, минутка. Тут еще один, да? Короткая позиция. Здесь вошел 24 400. Так. Да, 940. Вот, 24 940. И теперь, почему я сразу здесь входил в шортовом направлении? Я вначале сказал, да, что либо два варианта. Либо Нью-Йорк Judas Swing, либо Нью-Йорк Reversal. Для Judas Swing
цена не должна была делать вот это длинное движение. Она должна была вот здесь консолидироваться, потом сделать одно манипуляционное движение и дальше продолжить. А как мы видим, здесь цена улетела. Без особых никакого вот откатов не было. Просто ликвидность сформирована. И тут мы создали high, сформировали SMT. Это уже было манипуляцией. Поэтому я уже был уверен, что цена вот начнется с Нью-Йорка дистрибуцию в шорт. Тут вошел, и таргет был первый у меня сессионная ликвидность лондонской сессии, первый таргет. Почему лондонская сессия? Потому что, видите, здесь находятся равные лои. Вот они. Этот лоу. Это первый был таргет. Дальше. Второй таргет был уже лоу азиатской сессии. Второй take profit стоял вот тут. Можно сразу вот так сделать. И подтянуть. И как сами видите, вот стоп я показал, где у меня стоял стоп. Вот стоп 24 940. Так, на минутном таймфрейме, вот здесь, видите? И посмотрим, как-то там дальше ушла цена. Вот моментально, сразу. Здесь сколько времени ушло? 0,931. 0,952. За 20 минут РР, сами видите, 43 стоит. Да хоть 20 будет. Вот, take profit отработал, все, закрыли позицию, вышли, дальше занимайтесь своими делами, отдыхайте. Один день, один трейд, но самое важное поймать самое длинное движение дня. И за самое короткое время закрыть позицию. Не ждать, не сидеть часами, пока оно отработает ваш take profit. Итак, это следующий день, 3 число. Это второе было. Все, после этого я не торговал больше. Этого достаточно было. Да и потом, по-моему, цена ушла в консолидацию. Да, вот дальше вот забрали ликвидность отсюда, и дальше она вот все ушла в консолидацию вовнутрь рынжа. Поэтому самое основное движение поймало, этого достаточно. Итак, это у нас пятница. В пятницу. Так, что это было? Да, пятница. Все. Теперь, вот пятница. Азия и Лондон, они вообще основное движение произошло в Азии с открытием нового дня, а Лондон был просто в консолидации. Вот, консолидации. Потом у нас тут сформировался SMT в лондонской сессии. SMT по телам, по-моему, здесь было так. Это М15, М15. Сейчас, здесь, по-моему, было же. Нет? Нет, тут SMT нет. Ни с тем, ни с другим. Окей, но зато здесь было подтверждение через другое. Здесь было подтверждение через слом структуры. Так, это часовой таймфрейм.
И отсюда вот здесь, с этой свечи началось движение, которое сформировало этот хай. Поэтому я беру этот уровень в качестве цист уровня. Вот. И как только эта свеча закрылась ниже этого уровня, для меня это было уже сломом. Слом для меня уже был здесь. Так, я ждал тут Нью-Йорка. Это трехминутный таймфрейм. Давайте сейчас перейдем на трехминутку. Итак, что у нас тут было? Так, на трехминутном таймфрейме я здесь отметил для себя уровни, откуда я мог бы найти позицию для входа. То есть часто я беру инверсионные имбалансы, диапазоны от инверсионных имбалансов. Я здесь отметил два уровня для себя и ждал в Нью-Йорке, если цена придет к этим диапазонам, я просто ждал реакцию внутри этих диапазонов. Если будет реакция, я открою позицию. И как мы видим, вот диапазон трехминутного инверсионного имбаланса, и цена здесь получила реакцию. Так. Вот первый мой вход был здесь. Выполнил сразу, как только Нью-Йорк открылся. Сейчас. Перейдем на минутку. Вот 9.29. Следующая свеча, это уже открытие Нью-Йорка. Вот Нью-Йорк открылся. Дальше движение пошло сразу в лонг, в премиум. И тут SMT было прям бешеное с Dow Jones. Так, сделаем. Смотрите, что произошло здесь. Dow Jones сделал all-time high вообще, а S&P, NASDAQ получает реакцию от этого инверсионного имбаланса. Вот. Я тут открываю позицию в шорт. Дальше. Так. Вот тут я так. Здесь еще одну позицию открыл, я две позиции, потому что был уверен, что цена должна уйти в шорт, потому что SMT уже есть, вот она, SMT сформирована. Плюс к этому это пятница. Я ожидал, что в пятницу, так, я находился в Discord-канале Декстера, в закрытом канале, и там, так, куда я скинул эту фигню? В трейде, что ли, это было, по-моему, здесь, вот тут было. Да, вот. 19:43 я пишу в общем чате. Сегодня пятница и будет TGIF профайл. Я ожидаю TGIF профайл. Почему TGIF? Потому что мы уже к пятнице после четверга опять обновили хай. И у нас получился очень большой рейндж сформировался. Учитывая это, я ожидал то, что пятница у нас будет опять возврат вовнутрь рейнджа. Поэтому у меня был байс шортовый. Я искал шортовые позиции от отката в лонг, в премиум. Я вошел тут. Вот так. Так. И первый take profit у меня стоял вот здесь. Вот сюда я поставил. На эти равные лои. И ликвидность
PMCC. Вот эти равные лои, видите? Тут с первого взгляда видно, ну, кажется, будто бы здесь забрали ликвидность, да? Но когда вы перейдете на линейный таймфрейм, то есть линейный график, он покажет вам то, что лоу на самом деле, где находится истинный лоу у вас. Вот. И он находится прямо на одном уровне. Поэтому я таргетировался, первый таргет был именно сюда. А стоп я ставил за этот имбаланс. Вот как видите, за этот имбаланс. Когда зашел уже здесь второй раз, так, вот так был. И даже если возьмем вот так, отсюда 1 к 8. Упс. И смотрите, за какое время у нас отработало это все. Блять. Ладно. Мы тут вошли в 9:40. Ладно, 9:30 зашли и в 10:03. За полчаса у нас уже есть профит с 1 к 8 РР. Первый таргет, первый тейк профит я тут забрал. После этого цена опять ушла в премиум. Так. И тут в ланче у нас формировался SMT опять. Я опять зашел в позицию уже с таргетом. Первый таргет был здесь, второй лоу предыдущего дня был. Сейчас так, сделаем так быстрее, чтобы прокрутить. Так, 3. Где я зашел здесь? Со второго после хая. Как раз вот тут, по-моему, есть зашел. Все, вот тут зашел и таргетировался на вот этот лоу. Previous day low, видите? Этот уровень. Стоп был, вот сюда можно было поставить. Видите? 7 к 6. Так. Помните, да, я разделил на первый take profit и на второй. Первый take profit он сразу отработал, потом цена откатилась еще чуть-чуть выше. Я опять зашел отсюда. Так. Вот этот. Первый таргет сразу отработал. Цена затем откатилась. Тут я опять зашел. Вот. И уже таргетировался на previous day low. А здесь одним сразу мы выстрелили. Итак, TGIF профайл он отработал прям идеально. По TGIF тоже сейчас посмотрим. Так, можно это все теперь удалять. Это 4-часовой таймфрейм. 30. Так, теперь поставлю недельную свечу. Вот неделя. Вот неделя. Как определяется TGIF профайл? От лоу к хаю недельного рейнджа просто тянете FIBA. И TGIF обычно отрабатывает в большинстве случаев до вот этого 0.3 уровня. Так. Вот этот уровень 0.3 в большинстве случаев.
И редко до 0,4 до 0,5 доходит. Вот как мы видим, здесь дошло до 0,4, осталось совсем чуть-чуть до 0,5, и цена развернулась. Вот. Так. Плюс теперь и еще в пятницу здесь, что было дополнительным сигналом, что цена упадет, у нас здесь был профайл MXM модели. MXM Sell Model был. MXM Sell Model был здесь сформирован. Мы тут сформировали SMR. Здесь был таргет. И если, смотрите, сейчас сделаем вот так. Есть у нас специальный инструмент такой. Называется Swing Grades. Вот эта часть, это Low Risk Buy, фаза MXM модели. Это 0,5 эквилибриум. Тут должно было сформироваться Low Resistance ликвидность. Вот она сформирована. И наш таргет. И что делает цена? Цена делает сначала первый Silver Bullet. Вот он. Вот у нас здесь Turtle Soup. Равную ликвидность мы забираем. И первая фаза Silver Bullet. Затем цена опять возвращается. Но уже этот high у нас protected high. И high resistance ликвидность. Вот это rejection блок. Цена возвращается. По пути создает ликвидность, вот эту ликвидность. Сюда запрыгивают неопытные трейдеры в лонговом направлении. И получив реакцию отсюда, цена резко падает, чтобы не успели вот эти трейдеры никуда убежать. Видите вот эту свечу? Импульсно сразу. Бам-бам. Снимает резко ликвидность. Таким образом, вот здесь было еще одно подтверждение. Была MXM модель. И мы отработали. Вот здесь была кривая покупок, здесь кривая продаж. Плюс GIF профайл. И если посмотреть на саму структуру этой недели, мы в среду вообще так. Сейчас я сделаю так, разделю на неделю, чтобы было понятно. Так. Вот. Прошлая неделя она сформировала, как вначале я вам говорил, кривую продаж MXM модели. Вот она. И здесь у нас оригинальная консолидация от MXM модели. Эта неделя, вот мы достигли MXM модели. Это так. Вот был таргет. Эта неделя какая была? Здесь мы создали аккумуляцию. Вот это была первая фаза Silver Bullet внутри MXM модели. Вот это здесь Turtle Soup. Это была первая фаза Silver Bullet. А это Low Resistant, Low Risk Buy фаза. Поэтому еще одно такое подтверждение, что недельный байс лонговый был. Оставалось работать от каждого отката в шорт в лонговом направлении, чтобы просто получать прибыли и профиты. А пятница, она уже сформировала просто GIF профайла, откатились вовнутрь рейнджа. Это нормальное явление. Теперь прогноз по отношению к следующей неделе. Чего я ожидаю? Так. Мы здесь в бычьем
в бычьем тренде находимся. Так, неделя на S&P 500 то же самое. S&P 500 вообще мы закрылись телом над хаем предыдущей недели. Так, это Dow Jones. Вот S&P 500. И Dow Jones, и S&P 500 мы, вот видите, закрылись на недельном таймфрейме выше хая предыдущей недели. Поэтому bias пока лонговый на недельном таймфрейме. На дневном у нас так. На дневном так, это мы протестировали, смотрите, вот уже дневной имбаланс. Вот. А тут вообще нет довольно. Есть вот маленький имбаланс. Пока мы находимся внутри рейнджа четверга. Хоть мы забрали ликвидность, но мы закрылись в шортовом направлении, хоть мы протестировали, но телом, как мы видим, вот, low, мы закрылись ниже этого уровня, а тут мы закрылись выше, сформировали SMT в sell-side, в дискаунте. Учитывая, что начинается новый месяц, новый PO3, и если посмотреть по квартальной теории, то так, сейчас. Так. Пока что, со следующей недели начнется Q1 нового месяца. И, скорее всего, это будет с аккумуляцией эта неделя начнется. То есть месяц начнется, первая неделя месяца начнется с аккумуляцией. Дальше уже манипуляция может быть. Во всяком случае, пока надо смотреть на первую неделю, как она будет сформирована. И исходя из него можно будет делать прогноз по отношению ко всему месяцу. А относительно этой недели, так, вот у нас уже в понедельник было понятно, и я вам показал, что в Телеграме я писал, что манипуляция недели будет в среду, и как я и прогнозировал, вот в среду мы сделали лоу, создали лоу недельной свечи, вот он. Во вторник я говорил, что цена будет в аккумуляции, так и произошло, цена была в Seek and Destroy профиле, аккумуляцию мы сделали. И с среды началась дистрибуция, и поэтому уверенно, без страха торговал только в лонговом направлении. А в пятницу я ожидал уже ткив, так как мы достигли максимума, ожидал шорты. Все просто, ничего сложного нету. Главное, все комплексно уметь делать анализ, и вы будете безошибочно торговать в любом рынке, Будь это будет золото, форекс, серебро, либо это будет индексы. На этом все. Если обзор понравился вам, ставьте лайки, пишите вопросы, комментарии. Буду рад. А если у кого-то есть затруднения, кто не понимает, как комплексно уже применять ICT, то есть я встречаю, многие знают базу ICT, но не могут комплексно это все использовать. Они знают все, там ордер-блоки, некоторые там профили знают, но как это все в совокупности использовать, все вместе делать анализ, это им сложно. Если это сложно для вас, то прошу на мой курс, где я обучаю именно этому. Делать все это, совмещать и делать совместно все в совокупности анализ, чтобы у вас все было точно выходило, как вы видите сейчас у меня на графиках.
Ладно, ребята, всего доброго, удачных вам выходных, хорошего отдыха. А моим студентам сегодня загружу первый урок по торговле новостям. Сейчас запишу его, загружу. Тоже заждались, наверное. Прошу прощения, что затянулось. Обучение сегодня закину первый урок. Сегодня начнется. Сегодня вечером уже можете посмотреть и начать уже обучение по торговле на новостях. Обучение по торговле на новостях имеете в виду или основной курс? Основной курс у меня открыт. В любое время можете купить курс и начать обучение. Это проходит уже. Для основного курса уже нет необходимости ждать набора группы, так как весь материал курса я обкатал на 2 потоках предыдущих. И все минусы, они уже устранены. И курс полностью целиком сформирован. И каждый, кто хочет обучаться по основному курсу, он просто покупает курс, начинает, и, можно сказать, индивидуальное обучение. Я сопровождаю на протяжении всего курса, это где-то 2 месяца сам курс длится, так как там очень большой материал для обучения. И поэтому требует много времени у вас займет, это прям точно. Но зато после прохождения этого курса у вас будет полное понимание, как работает алгоритм на всех рынках, как нужно торговать и вообще как правильно торговать. И как вы видите, научитесь торговать как я. Это чисто мой стиль, мой метод торговли, где я как вам скомбинировал несколько разных концепций в одно. Именно оно мне дает такую большую уверенность в своих анализах и большие РР. Так что можно купить в любое время и начать обучение. Я проверяю, делайте домашнее задание, я проверяю, если возникают какие-то непонятные моменты, мы это обсуждаем в Дискорде, на лайв-стриме, разбираем все непонятные моменты, вопросы и двигаемся дальше по курсу. Всего доброго тогда, ребята. Пока-пока, до следующей недели.